Добрый день, друзья! И сегодня хочу вам рассказать о том, как установить операционную систему Tiles на флешку и чем она интересна. Итак, для начала вам нужно перейти по вот этой ссылке. Ссылка также будет в описании. И скачать программу Rufus. Далее также вам нужен образ операционной системы. Также ссылка будет в описании. Переходите в Tiles 3.9, далее Windows, далее также Install from Windows и нажимаете Let's Go. Далее вы получите вот такой вот образ. Также рекомендую вам бесплатную игру Viking War of Clans. Погрузись в мир захватывающих приключений и великих завоеваний. Построй неприступную крепость в вечной мерзлоте, а также создай многочисленное войско, чтобы дать отпор вашему злейшему врагу. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся. И запускаете нашу программу, которую вы скачали. Выбираете образ и нажимаете Start. Нажимаете ОК, и далее эта флешка будет отформатирована. Поэтому если у вас есть какие-либо данные на ней, предварительно нужно их скинуть на другой носитель или на другой компьютер. Итак, Rufus практически установил операционную систему на флешку. И также хотел добавить, что эта операционная система не оставляет никаких следов после себя. Каждый раз, как вы ее будете запускать, она будет как новая. Итак, далее нажимаем «Закрыть». И теперь хочу вам показать, сколько занимает место эта операционная система. И как вы видите, это всего-навсего 1,1 гигабайт. Это очень мало для операционной системы. Далее перезагружаем наш компьютер. Итак, после того, как вы перезагрузили ваш компьютер, вам нужно настроить BIOS для загрузки с флешки. Для этого отключаете все остальные носители и сохраняете. Об этом также есть отдельное видео у меня на канале. И вот загрузилась наша операционная система. Далее нужно выбрать язык. В моем случае я выбираю русский. И нужно нажать «Запустить Tiles». И в принципе на этом все. Далее вы можете работать с этой операционной системой. И также давайте посмотрим, какие программы здесь есть. Итак, как вы видите, здесь есть Tor, с помощью которого вы можете посетить Darknet. Также стандартные программы для науки. Также аудио и видео редакторы и проигрыватели. Некоторые программы для графики. Графические редакторы также. Есть также клиент обмена мгновенными сообщениями и некоторые утилиты. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.